Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В начале февраля стало известно о задержании в Москве криминального авторитета Лехи Семипалатинского, которого называют одним из покровителей небезызвестного Дикого Армана. Кто же такие воры в законе, вымысел или реальность? Леха Семипалатинский выдвигает свою версию, о которой рассказали СМИ. Интересы Маймушева не ограничиваются криминальными разборками. Ко всему прочему, он занимается толкованием священного писания, пишет книги, ведет страницу в соцсетях и даже отвечает на вопросы подписчиков. Больше всего нас заинтересовал ответ на вопрос касательно статуса вор в законе, что называется от первого лица. Леха Семипалатинский предлагает свою версию появления этого жаргонного именования. Само именование «вор в законе» использовали воры прошлого века, идейный костяк которых составляли иудеи. Имя «вор в законе», где под законом подразумевается иудейский закон праведности, означает имя Израиль. Согласно Бытию 32, Иаков борется ночью с Богом и получает от него благословение и имя Израиль. «Отныне твое имя будет Израиль, ты боролся с Богом и человеков побеждать будешь». Идея «вор в законе» религиозная и восходит к Ветхому Завету. Современные воры-христиане так не именуются, а иудеев уже нет, пишет Айткали Маймушев. Таким образом, он заявляет, что в современном мире уже не осталось истинных воров в законе, а все статьи Уголовного кодекса по этой теме якобы основаны на художественных измышлениях писателей криминального жанра. Между тем, корреспондент побеседовал с полковником Комитета национальной безопасности в отставке на условиях анонимности. Вот что он ответил на вопрос, кого считают ворами в законе в Казахстане. Воры в законе – элита преступного мира. Они не подчиняются законам. У них несколько основных понятий: не обладать никакой собственностью, не жениться, не иметь детей, не подчиняться законам. Это в первую очередь, рассказал офицер. Он добавил, что само по себе понятие «вор в законе» относительное. Такие преступные элементы появились на территории СССР примерно в 1925 году. Считается, что воры в законе – самая крупная и элитная масть преступного мира. Перед тем, как очередного вора коронуют, за него должны заступиться как минимум 5 уже состоявшихся воров в законе. Воры в законе в Казахстане расплодились в 90-х годах. В основном это были выходцы из кавказских группировок, они подмяли под себя остальные преступные элементы. Но в конце 90-х годов такое звание, как вор в законе, стало покупаться за деньги. Поэтому чистых воров в законе в Казахстане практически не осталось. Допустим, говорят шымкентские воры в законе или другие. Это не совсем правда. Свои понятия воры в законе сейчас нарушают, владеют собственностью, женятся. По понятиям уже никто не живет, рассказал офицер. Он также обратил внимание на известного криминального элемента Дикого Армана, который сейчас находится под следствием по делу о январских беспорядках. Он на постсоветском пространстве не является вором в законе. Именно в их понимании. Шакра молодой, да. Он пользуется авторитетом. Но именно в Казахстане таким влиянием, какое им хотелось бы иметь, воры в законе не обладают, подчеркнул офицер.